Приветствую вас на канале Недизайнер, и сегодня я покажу самый точный способ установки баланса белого на изображение. Это видео будет полезным как дизайнерам и фотографам, так и нам с вами, простым людям, которые хотят, чтобы их фотографии выглядели на порядок лучше. А перед началом ролика спешу поделиться с вами офигенной новостью. На моем канале уже более 100 подписчиков. Всем огромное спасибо за поддержку, ведь подписка — это лучшая благодарность за мои старания. А мы продолжаем. Открываем нашу фотографию, я свою скачал на просторах интернета, ссылку на исходник я оставлю в описании. Как мы с вами обычно подбираем баланс белого? Мы создаем корректирующий слой кривые. И здесь, выбирая пипетку с темными, средними и светлыми тонами, пытаемся подобрать баланс белого. Ну, давайте попробуем. Так, вот, допустим, у нас самый темный участок. Вот здесь, наверное, нет. Вот здесь у нас будет точка белого. И где-нибудь, ну, наверное, здесь будет точка серого. Как видите, у нас получилось немного зеленоватый и какой-то слишком синий оттенок. Такой способ, он нам не подходит, потому что он сразу нам портит всю картинку. Сейчас я покажу, как настроить баланс белого на уже имеющемся изображении максимально точно. Для начала я объясню, как это все работает. Создадим новый слой. Пока отключим слой с нашей картинкой. И предположим, если мы создадим какой-либо объект определенного цвета, это не обязательно должен быть зеленый, можно любой другой. И также создадим еще один объект на новом слое такого же цвета. И перейдем в режим наложения разница, мы увидим, что у нас создается черный цвет. Как работает этот режим наложения, я думаю, уже и так понятно. Логика следующая. Зеленый минус зеленый дает у нас черный цвет. Ровно так же мы можем выставить баланс белого по точке серого. Показываю. Включаем наш слой с картинкой и создаем слой цвет с следующими параметрами. Во вкладках RGB мы проставляем 123, 123, 123. Это координаты серого цвета, 50%. Теперь мы меняем режим наложения этого слоя на разницу. И таким образом самые черные участки будут как раз таки 50% серым цветом. Для того, чтобы нам было проще их распознать, мы также создадим дополнительный корректирующий слой, который называется порог. И здесь во вкладке свойства нам необходимо отрегулировать так, чтобы у нас было прям по минимуму черных пикселей. Ну вот примерно вот так, чтобы были области с ними, но не полностью все размашисто получалось. Теперь мы видим, что вот здесь у нас как раз таки наибольшее скопление точек с 50% серым цветом. Мы создаем новый слой, выбираем кисть, ставим размер прям совсем маленький, можно и в 1 пиксель. И здесь, для того, чтобы нам было потом легко найти эту область, мы ее просто вот так обводим. Потому как потом мы этот корректирующий слой отключим, и все будет уже не так хорошо видно. Отлично. Теперь отключаем слой порог, отключаем слой заливка цветом и создаем корректирующий слой кривые. Здесь опять же выбираем пипетку для определения точки серого и кликаем как раз таки на той области, которую мы обвели, где было наибольшее скопление точек серого. Кликаем сюда, и вуаля, у нас стал абсолютно корректный баланс белого. Смотрим, что было до и что стало после. Как вы видите, у нас немного откорректировалось изображение в холодный цвет. И теперь мы можем уже делать любую цветокоррекцию, которую нам удобно. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, а также подписывайтесь на канал и жмякайте на колокольчик, ведь это помогает продвижению канала. А с вами был Недизайнер. Пока.